Всем привет! В этом видео будем шить с вами гнездышко для новорожденного. Но это не простое гнездо, которое мы шили несколько раз уже, а гнездышко со съемным матрасом на потайной молнии, и швы будут все закрытые. Давайте скорее начнем. Здесь у меня, посмотрите, какая замечательная ткань. Это хлопок стопроцентный, сатин премиум качества. Все ткани я приобретаю в магазине Unique Shop 24. Здесь, посмотрите, для второй оборотной стороны я выбрала также сатин премиум, качество такого телесного цвета. Так будет очень хорошо сочетаться. Все ссылки на магазин я оставляю в описании под видео. Ткань я постирала перед пошивом, высушила. И давайте начнем. Я складываю ткань пополам и прикладываю свою заготовку. Все схемы, размерчики я приложу, вы потом сможете себе перерисовать. И можете сделать такую же себе заготовку из картона, как у меня. Я просто по ней обвожу. И посмотрите, вот здесь сверху у меня немножечко остается. То есть гнездышко шириной получается дно не 30 сантиметров, а 36. Так даже лучше будет. Немножечко просто продлевая вот это вот расстояние. А также остаются бортики, ширина 15 сантиметров. И сверху на кулиску я оставляю 3 сантиметра. Там эти 3 сантиметра уйдет и на кулиску, и на шов. И выкраиваю этот размер. Затем по этой детали я буду выкраивать из второй части, из однотонной. И посмотрите, что у меня получилось. Ткань очень нежная, приятная. Я сразу, как увидела этих мышат и звездочки, сразу влюбилась и решила такую себе заказать. Смотрите, вот я когда уже все обвела, выкроила, и получается вот такая вот заготовка. Здесь, в принципе, даже и размеры-то особо не нужны, потому что, посмотрите, все уже нарисовано на ткани. Вам просто нужно подобрать немножечко размер. Вторую деталь я тоже уже выбрала. Все здесь обвела, выкроила. И молния. Молния здесь у меня потайная. Длина 50 сантиметров. Ну, естественно, хвостик я обрежу. Просто короче у меня не было. И для начала нам нужно по низу, вот здесь вот, посмотрите, где я показываю, все обметать. Можно обметать строчкой зигзаг, либо на оверлоке. Здесь не принципиально, все будет закрыто. То есть даже если нет у вас оверлока, посмотрите, я все обметала и отутюжила, чтобы все было ровненько. Далее пойдемте притачивать молнию. Я поменяла лапку для втачивания потайных молний и лицом к лицу просто вот так вот раскрываем молнию, прикладываем одну часть. Можете сколоть, как вам удобно, либо сметать. Я просто прикладываю, уже рука у меня наловчилась. И прокладываем строчку близко-близко к зубчикам, слегка их отгибаем. До края здесь, посмотрите, я не дохожу примерно 1 сантиметр. То есть оставляю не прошитым. Потом там хвостики, все это подрежется. Одну сторону я втачала. Теперь застегиваю молнию. И для себя просто сделаю пометки, где у меня начинается и заканчивается строчка. То есть переношу на молнию прям с одной и со второй стороны. А затем прикладываю вторую деталь, гнездышко, и продолжаю точно так же сшивать молнию. А вот этот хвостик, он потом срежется, лишний который. Молнию втачиваем, прикладываем к ткани лицом к лицу. И вот здесь тоже, посмотрите, детали все полностью идентичны. Переношу себе с молнией на ткань отметки. И этого будет вполне достаточно. Ничего я здесь не скалываю, просто смотрите, совмещаю так вот отметки и продолжаем шить.
Давайте застегнем, посмотрим, что у нас получилось. На всякий случай проверяем, чтобы молния хорошо у нас встала. Да, все получается ровненько, аккуратно. И молнии не видно. Она у нас потайная. Вот так, посмотрите, хорошо получается. Дальше я сложила детали лицом к лицу. Здесь у нас молния. Все аккуратненько вот так вот разравниваем. И скалываем иголками по всему периметру. А схему я прикреплю в видео, то есть вы сможете ее посмотреть и себе перечертить. Затем посмотрите, вот здесь вот молния у меня, она закрытая. Вот здесь сбоку, вот здесь, нужно будет прошить немножечко от верха, вот так вот буковкой Г с одной, со второй стороны. И вот здесь отверстие оставляем открытым. Через него будем наполнять гнездышко. И по всему периметру вот до этой отметки прокладываем строчку. И вот здесь сбоку, с краю, внутри, будет оставаться открытым. И на внутренних уголках, посмотрите, я немножечко начинаю закрывать внутренний шов, но дохожу не до конца. Вот здесь вот я рассекаю ножницами чуть-чуть. Вот. И дальше прокладываю строчку. Молнию расстегиваем и выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Хорошо выправляем уголки все и утюжим. Посмотрите, я все хорошо отутюжила. Уже какая красота получается. Вот здесь, посмотрите, закрытый шов. Как раз таки рукодельницы спрашивали, как так сделать, чтобы не было ни машинной строчки, ни ручных стежков. Нужно просто оставлять внутри, в боковом отверстии, разрез, то есть не прошитым. Припуски я вовнутрь заутюжила, и мне потом будет легче все это закрыть. Сейчас нужно проложить строчку вот здесь по внутреннему матрасику и также проложить строчку по всему краю на ширину 2 сантиметра. Это будет у нас кулиска. Пойдемте за машинку. Сначала вот здесь вот я сделаю закрепку и по дну гнездышка прокладываю строчку. Изначально слои ткани нужно закрепить иголками. И без наметок, просто вот прям по расцветке прокладываем строчку. Очень удобно, то что практически не нужна схема. Магазин Unique Shop 24 уже позаботился обо всем и подготовил для нас такие заготовки. Очень классно. Мы уже шили с вами такие и бортики, и одеялки, и наволочки. И вот сейчас гнездышко шьем. И со второй стороны, вот здесь, посмотрите, я заутюжила припуски. И от края отступаю 2 сантиметра. Это будет у нас кулиска. Вот эти уголки можно было, кстати, и скруглить. Я их оставила острыми. Да, вот здесь вот уголочек снизу. Но можно было и скруглить. Так даже будет лучше. Будете шить, скругляйте. И прокладываем строчку на машинке. От края 2 сантиметра. Помните, да? Отступаем. Я беру репсовую ленту, отмеряю 3 метра. Ну, здесь будет достаточно 3, либо 3,5 метра. Больше не берите, то будут длинные у вас концы. Отмеряю и вставляю в эту кулиску.
Кулиску я вставила. Вот здесь у меня закрыта молния. Все, гнездышко практически готово. Сейчас нужно поставить наполнитель. Наполнитель берите холофайбер шариковый, чтобы он был вот такой вот рассыпной. Если он будет как вата у вас, такой синтепух, будет все сбиваться. После стирки обязательно берите такой вот рассыпной. Здесь уже на ваше усмотрение, какого сорта брать. Если он будет сильно мягкий, его потребуется больше. Если более такой грубый, плотный, его потребуется меньше, но на светлых тканях будет видно как бы такие бугорки, типа целлюлита. Поэтому берите, конечно же, желательно первого сорта. Я не считала, сколько у меня здесь ушло, потому что я беру сразу про запас. То есть, примерно, может быть, чуть меньше килограмма уходит сюда, такое гнездышко. То есть вам потребуется. То есть я не считала, сколько именно граммов, килограммов у меня набивается. Я всегда набиваю так плотненько, чтобы было упруго. Бортики набиты. Посмотрите, какие они упругие, плотненькие. И теперь нужно поставить дно. Вот здесь все тоже закрыто, потому что многие спрашивали, как так сделать, чтобы было закрыто. Вот это отверстие я сейчас зашью потайными стежками. Здесь на него не сильно идет давление, поэтому здесь можно закрыть вручную. И все будет хорошо закрыто. Открываем молнию и вставляем сюда дно. Конечно же, желательно дно, чтобы у нас было средней жесткости, чтобы оно не проваливалось. Подойдет сюда струтофайбер. Можно использовать халкон в качестве дна. Можно кокосовую койру поставить, полиэфирное волокно. То есть, чтобы держало плотность. И посмотрите, здесь у меня полиэфирное волокно. Я им пользуюсь уже давно, уже больше 2 лет. Даже больше там давно. Мне оно очень нравится, оно не впитывает влагу, запахи, его можно стирать, скручивать, утюжить, то есть ничего ему не будет. Я выкраиваю просто вот здесь по ободу окружность по моему гнездышку, и он легко, посмотрите, режется ножницами, то есть не испытывает никакой вот проблемы. Все с ним ладно. Очень хороший наполнитель такой. И по длине я себе тоже его подравниваю, сколько мне нужно. И буду вставлять. Со съемным дном мы с вами уже сшили гнездышко, но вот чтобы на молнии еще ни разу. Поэтому вот смотрите, есть со съемным матрасиком на кнопках, можно сшить также и на липучке. А вот на молнии, вот это видео, я надеюсь, вам пригодится. Потому что многие рукодельницы спрашивали, как сделать молнию. И здесь она, обратите внимание, потайная, ее не видно. Все аккуратно зашито, закрыто. Гнездышко получается двусторонним. Можно использовать с одной, с второй стороны. Полностью раскрывается. И можно, не боясь его, прям хорошо затягивать. Репсовая лента, она крепкая. Используйте либо репсовую ленту в качестве завязок, либо шейте самостоятельно хлопковые. Атласные ленты, пожалуйста, не ставьте, потому что они после пару стирок, после пару таких завязываний, они все у вас истрепаются и будут такие вот уже непригодного вида. Репсовая лента тоже со временем, конечно, она так потрепается, но не так. Она, конечно же, прочнее, чем атласная. Вот такое гнездышко получается. Очень красивая, мне оно самой очень понравилось. Каждый раз, когда шью такие изделия, и радуюсь, неужели можно самостоятельно в домашних условиях все такое сшить. Можно такое и на подарок сшить, и для своего малыша. Шьется достаточно быстро, вы сами в этом убедились, ничего сложного. Где брать такие красивые расцветки и ткани, вы уже у меня знаете. И я надеюсь, вы справитесь, поставите молнию, и будет у вас такое же красивое гнездышко. Выбирайте для себя самые красивые ткани в магазинчике. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Оставляйте в комментариях пожелания к следующим видео.
какие бы еще хотели варианты, что интересно вам. И всем до новых встреч. Пока-пока.